Божественная ответственность – это радость неземная. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Мир, пробудись. Прах эго отряхни. И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Божественная ответственность – это радость неземная. В восстановлении настоящей ответственности, и в этом заключена практически системность всего мироздания. Почему она такова? Потому что существует закономерность мироздания, существуют такие созидательные творения. Они каждый вращаются. Каждая планета имеет свои траектории, и зная, и выполняя медийность всего творения, сотворения. Существует всегда закономерность самой матрицы, и если так можно о космосе сказать. Ибо они все как раз из этого состоят. Это их тот аспект, который находится в каждом созданном им существе, дилемме какой-то части. Там остается всегда этот аспект этого существа, сущности творения. Вот Творец творит планету, и в ней находится его часть. И это закон мироздания. И эта часть является его основой. Вот в этом как раз заключена вся величественная мудрость. Величие самого творения в том, что в каждом созданном им сотворении остается часть его. Это основа всего. И так было. И так будет. То есть в этом заключена та непорушимая, величественная мудрость всего творения Творца. То есть сотворенное Творцом имеет часть Творца. Оно имеет свой шрифт созидания, имеет свою индивидуальность, свою систему, свои законы мерности. И учитывая, что наша планета, галактика, Вселенная, также имеет часть самого Творца. И самое важное, что было сокрыто от всего человечества, это то, что в каждом воплощенном здесь, на планете, существе в человеческой форме, также он является частью. В нем есть частица творения Творца. И это было сокрыто. Это та могущественная тайна, которую не дозволяли огромному количеству существ об этом знать. И уйдя от этого понимания, человечество потеряло свою огромную силу, свою значимость, могущество свое. Это всегда было и будет первично. Все, что создано Творцом, имеет часть его в себе. И если множество вас, огромная масса сейчас это сможет принять как истина, а она таковой является, все уровни бытийности, трансформативности очень быстро смогут измениться в каждом, кто это сможет осознать, принять и этим стать. Аморфность обмана, лжи тут же будет рассыпаться, а истинность восстанавливаться. Преобладать истинность в каждом аспекте и на всей планете. Это планетарный закон, который никто никогда не сможет изменить. Никакая деструктивная цивилизация, никакие самозванцы, элитные правители и весь этот религиозный люциферианский сатанизм. Никому это не под силу изменить. Никогда не будет этого. Сам Творец всегда находится больше своего творения. Это закон мироздания. И внедряя на этой планете свои программы, свою кабалу, свою властность, все эти существа убедили человечество в том, что они маломощные, а они бессильные, и что сила как раз у тех, кто захватил и кто правит. Это полный абсурд. Тот секрет, который они так тщательно скрывали.
Это уже отклонение, уход, забывчивость, потерянность божественности Творца, творения. Это уже идет как потерять дорогу. Вы шли по каким-то своим этим, и вы теряете эту дорогу. И когда вы ее теряете, то усталость у вас тут же возникает. Вы теряете не просто дорогу, вы теряете саму связь с вот этим, настоящим творением Творца. Мы не в состоянии сейчас это объяснить в одночасье, потому что это очень большой аспект, чтобы его можно было как-то немного озвучить на уровень понимания частичной линейности. Это превосходит гораздо больше всего. Таким образом, планета, звезды, миры, галактики, они также существуют. И когда это происходит, то там всегда порядок. Там всегда есть то понимание, что мир, в котором вы находитесь, он всегда покажет вам то, что вы сделаете. То есть он вернет вам все ваши деяния. Все. Таков закон мироздания, и этот закон никто не может нарушить. Ибо все творение состоит из этого. И эти творения в забытии тех составляющих, которые здесь, на этой планете, и с других планет, там они тоже это потеряв решили захватить. И вот в этом как раз и есть самое такое, как это сказать вам языком вашего восприятия, самое опасное. На секунду каждый из вас представьте, вы попадаете в какие-то джунгли, в какие-то огромные пространства или еще что-то. И если вы не обращаете эту частоту своего помысла на ту составляющую Творца, которая находится в вас также, то есть в каждом творении остается его часть, каким бы оно ни было. Что называется, это закономерность. И если, забыв вот эту часть, вы пытаетесь бежать, ищете выход из какой-то ситуации, и при этом вы все время находитесь в состоянии творения, у вас никогда не бывает ни одной минуты, чтобы вы не творили. Дух, который дышит вами, а он дышит, вы дышите. Он всегда творит. Только что он творит, вам стало это совершенно безразлично. То есть полная апатия к самой жизни. Едет какой-то объект, и, забыв правила, он отпускает все тормоза, и это ускоряется. И когда вы проживали какой-то период времени в этом почитании всей нечисти, какой только можно было придумать, какая только была составлена человеческим безрассудством. И слово «безумие» и «безрассудство» — оно одно и то же слово. И вот это безрассудство, без Бога, оно тогда городит, что зря. То есть природа вся, которую вы видите, она находится в единении, она не теряет. Та, которая теряет свою эту связь в единении с собой, с творением, она засыхает, рассыпается, с ней так происходит. И у каждого из вас есть внутри вот эта чистота творения. Чистота, мы ее не будем называть, потому что вы изуродовали так много на этой планете. Слово «юродство» у вас занимает первое место. Это правда. И только по той причине, что юродство стало преобладать, потому что ему стали поклоняться, его стали почитать. Почитать настолько сильно и потеряли полностью, практически многие из вас потеряли ту ориентацию. И потеря этой ориентации сделала этот мир таким, каким вы его видите. То, что вы видите, то, что происходит сейчас с вами, многих из вас это утешает. Утешает то ваше безумие, которое есть в вас. Вы его продолжаете вскармливать, подкармливать, подливать туда что-то. Суждение, обвинение – это подливаете, вскармливаете все это юродство. И подливая, вскармливая, вы увеличиваете силу всех тех, кого называли неоднократно, то есть тех, кто потерял суть созидательного творения Творца. Вы с этим стали соревноваться, кто больше. Это соревнование у вас происходит, и вы не хотите это признать. Вы соревнуетесь, кто больше сделает юродиево творение. Но оно не имеет там божественности. И все, что с ним происходит, оно полустатичное, оно недвижимо. И вот в этом массовом вашем, мысленном составляющем, вот это юродивое массовое ваше творение стало их давить. Вот тех изначальных, кто решил этим управлять, кто решил это забрать себе, много-много чего-то хотел. Забрать то, забрать это, властвовать, сделать это.
И оно перешагнуло все грани, какие только возможно. Им и вам дышать практически очень тяжело. И вот эта дилемма стоит настолько серьезно сейчас у вас, каждого из вас. У каждого. Никто из вас не сможет сказать: «Я не участвовал там». Нет, не сможете. Вы бездействовали. Если где-то вы не участвовали, вы бездействовали. Это одновременное было сотворено что-то. То есть творение происходило всегда. И когда вам сейчас хочется быстро-быстро от этого убежать и об этом не думать, а стать именно продвинутым. Слово «продвинутое» — это, как знаете, продвинуть, хоть что-то сдвинуть, хоть как-то эту массу, которая просто становится все тверже, все пассивнее, все инертнее. И это слово «продвинутые», и вы понимаете, вы стали им пользоваться, а оно стало у вас в обиходе. И у каждого из вас есть, сколько бы вас сейчас не слушали, эта массовая составляющая в вас так и уродливо стала вредоносить не только планете, вокруг планеты и в планете. Эта уродливость стала заполнять все те места, которые оставались светом. Те частички творения Творца. То есть вы сами понимаете, что это есть в ваших глобулах, в ваших чертогах, в ваших аурических телах. И вот каждому из вас сейчас очень тяжело даже дышать. Это не потому, что кто-то что-то вам посылает. Нет. Вот точно, четко показывает, где у вас это находится, и смысла нет, от этого вы не убежите. Если вы пытаетесь заниматься какими-то ложными учениями, отсюда эгрегоры. Божественность, она предполагает, что каждый имеет свободу. Эгрегор же нет, он обязательно должен властвовать, он должен кто-то выйти наперед, кто-то объявить себя каким-то махинатором, по-другому здесь никак не назовешь. И этот махинатор начинает вокруг себя создавать такие почитания, непомерную благодарность, восхищение. То есть любое ваше восхищение кем-то, не услышав свою душу, сердце, творение тьмы, и притом очень сильное. И вот сейчас что происходит? Это все очень сильно усиливается. Усиливается настолько, что безумие проявлено просто вот так. Вы ходите, смотрите, и вы видите там, это безумие. И не только там, где стреляют. Вот, просто ходят, просто гуляют, просто улыбаются, и вы видеть можете это безумие у них. И здесь один выход. Какому-то количеству остановиться и сказать себе эту правду. Многие первоначальные рванули к тем учениям, где славили самых настоящих чертей. Они на самом деле практически особо нигде не смогли прижиться на вашей планете. У них прям рассвет произошел. Ибо в обличии человеческой формы их очень быстро сейчас можно видеть. И они тоже проживали какой-то период нагрести, на увеличить что-то. А сейчас им уже и от этого плохо. И вот это то, что сейчас происходит на планете. Они бы уже не хотели этого грести, но сам механизм запущен, эгрегор их, и они уже все, они уже не могут ничего сделать. Единственный выход. Каждому из вас, где вы обучались, где было ложное, где почитание было одного кого-то. Не божественности в каждом из вас, не почитание творения Творца, а кого-то разрисовав его, он сам себя, и в угоду кому-то. Вам нужно туда срочно выйти. Каждому из вас. И не просто выйти. Каждому из вас сказать: за все эти годы, месяцы, сколько вы там находились, все мои помыслы, все мои творения я растворяю. Вам кажется, что как-то продолжают же эти безрассудные вещать. И вы верите, что вот-вот это все закончится. Но ведь это ваши творения там были, ведь это вы проживали. Вы почувствовали, что это злобное учение принесло на какой-то период очень ощутимую вредность или завал ваших помыслов, мыслей. И через какое-то время вы пошли и забыли об этом. Но сейчас оно, как это вам сказать правильно и честно? Эту планету окружают не просто галактические сообщества, а такая масса световых существ. И она огромная. И она своим присутствием это все показывает вам. Она светит.
Это массовая окружность, которая здесь, на этом канале, именно сюда передали этот курс. Где окружали окружностью планеты, прошли, и эту окружность оставили. И вот сейчас у многих из вас этот взрывной механизм будет начинать работать. И как он будет работать? Он будет руководить собой. Безрассудство начнет главенствовать в ваших чертогах. И только потому, что эти эгрегориальные сущности уже не могут больше принимать вашу энергию, и они вам ее начинают возвращать. Вот в чем задача. Ваши благодарности, вашу ложь, ваш пессимизм, ваше какое-то. Здесь очень много всего. И вот этот возврат сейчас идет. Другого пути нет. Первое значение всего, что необходимо, это остановить это все. А чтобы остановить, нужен вот такой массивный террор тьмы. И чтобы этот террор произошел внешне и снутри на этой планете. Цивилизации, которые находятся здесь, они просто в внутренних полостях самой планеты. Они просто день и ночь это делают, и их активация настолько серьезная и настолько могущественна. А вы все время уходите от этого, вы убегаете. Вы не просто убегаете, вы находите оправдание. Всегда можно исцелить, всегда можно что-то изменить, когда четко, правильно это назвать. И ваш удел – остановить все это просто, это очень важно сейчас. И слово «ответственность» очень много было сказано здесь же, в этих передачах. Это огненное такое кольцо, которое защищает, окружает ваше сердечное сердце, чакровую часть. Но сердце, потому что в сердце находится несколько уровней. И когда вы ее не принимаете, эту ответственность, ваше сердце доступно всем. Приняв ответственность, вы это огненное кольцо зажигаете в себе, и ваша сердечная чакра начинает мощно работать. Ваше сердце и все в вас начинает по-другому двигаться, работать, жить, существовать, думать. И ответственность, она обязательно, она касается вот этого изначального, первичного, части той творения, Творца Небесного. Какой бы она величины ни была, это непомерное могущество, это никак не может быть частичкой. Как бы вы ни выглядели, насколько ваша рассудочная часть сейчас может это осознать. Но самая-самая мельчайшая частица творения Творца Небесного – это огромнейшая сила. Ей нет равных, ибо она владеет везде, она вездесущая. И всего, что вам нужно, это честно, вот так честно признать свою ответственность. Да, я делал то, я это делал, я угождал, я перед тем, я того боялся, я еще что-то делал, я желал кому-то что-то, и так далее, и тому подобное, это все ваше. Вы их стали называть кармические, это ответственность. Есть и кармическая ответственность. Но у вас даже самой-самой такой нет. Ибо почему ваши видео очень много показывали, как медведь спасает какую-то птицу, где-то она упала? Как же так, медведь? Как все вокруг вас неравнодушно, и вся природа? И если вы начнете просто видеть и просто говорить с любой частью природы, вы начнете чувствовать в себе посыл силы. Это начнет у вас жить, двигаться. Оно начнет ваши мозговые волны освобождать. Любая природа, любая. Спросите вы у любого листа, который вырастает, дерево, сколько сил ему понадобилось, чтобы он вырос? Много. Почему вы поверили в эту ложную? Вы сидите, а за вас все сделают. А ответственность? Вы, не раскрыв, не достав, не раскрыв этот огненный, вы не достаете эту изначальную частицу творения Творца, вы ее не коснетесь. Вы останетесь также управляемыми роботами. Почему вам каждому нужно это достать, ибо тогда вы включите. Ключ зажигания – это вы. И каждый из вас, сейчас, сидя там, где бы вы ни находились, вы находитесь по всему земному шару. Вы чувствуете такую тяжесть непомерную, это вам раскрыли чуть-чуть в вас, вот это то, что вы творили. И вы понимаете, как это тяжело. Но оно всегда будет расти, если его не переименовать, не переделать. Оно будет расти.
Ваше будет возвращено вам обязательно, каждого из вас. И перекладывая на кого-то ответственность, обвиняя кого-то, вы еще больше уходите от себя, от этой дилеммы, где вы можете легко и просто это перетворить, переписать. Вы энергосоставляющая. Вы полностью запись, все ваши тела физические и астральные. И вам ее переписать как быстро, как легко это можно сделать. Почему? И как много радости, рая, вы вернете тут же в себе. Ведь это то изначальное в вас, в ваших сердцах заговорит. Ваш волевой центр. Здесь в каждом видео непомерные мощнейшие практики, вы их не читаете и не делитесь ими, не смотрите на них. Вы все ожидаете. А если и слушаете, то слушает та часть вас, вне ауры. Если бы вы, кто скажет из вас, что я слушал, значит не входите в аурическое тело, а оно забетонировали вы его всеми теми похвальными грамотами, которые создали ложные. И если вы вытащите со своей ауры все ненужное и будете слушать там, внутри себя, результат будет неимоверный. Вы мгновенно будете меняться. Так мы хотим это остановить. Наша страсть остановить это безумие непомерна. И все зависит от вашего, каждого вашего решения, ибо это ваше творение. И если вы не признаете, и если вы от них бежите, вы продолжаете обвинять. И если вы продолжаете утверждать, что вы бессильные. Вот этот ужас, страшнее нельзя было придумать. Вы бессильные. Это как? Это как? Это же есть вот та величественная мощь. Ведь Он не мог вас отпустить, вы бы не жили, вы бы не существовали. Он отдал вот эту часть себя нам, небесный Он, могущественный. Если Он могущественный, единое сознание и оно в вашем сердце. Да, это то глубокое ваше, но оно в вас. И вы туда не смотрите, не касаетесь. Бежите, и вы утверждаете, что вы бессильны. Никто из нас не имеет права вас коснуться, ибо вы даете, ставите нам стену. Всем нам. Да сколько же можно? Только утверждая, что я сотворец. Я обладаю этой силой, и я эту силу призываю. И я растворяю все, что было мною создано. И только тогда вы услышите тот звук души. Вы души исковеркали, вы их так превратили. У вас есть эти мгновения сейчас. У вас, на вашу планету приходит весна, и сколько бы их ни было, они не смогли остановить весну. Они не могут остановить рассвет. Никто из них не сможет своим юродством затмить то ваше величественное, могущественное сияние, которое есть в ваших сердцах. И только отказавшись от него, вы стали такими, какими вы стали. Вернув его себе, утвердив это себе, вы возвращаете это все себе. Оно с такой скоростью свет движим, а тьма медленная, неприятная. Но движимость света непомерная, с ней ничто не сравнится. А вы все откладываете на потом. В это мгновение, здесь и сейчас, я растворяю всю нечисть, созданную мною. Я в это мгновение принимаю ответственность. И создаю огненный свой диапазон. Свое. У вас всегда была такая возможность, всегда. И только ложное мешает вам, ибо оно утверждает, что если вы угодите какой-то нечистоте, то она соизволит как-то там вас облагородить. Это как? Вдумайтесь. Просто вдумайтесь. Это как? Вот выйдите, или просто включите, посмотрите на природу, каждое дерево необычайно красиво, каждое верит в свою значимость, каждое отвечает. Ответственность в нем. У него каждого. Поэтому на нем зеленые листья. И также у вас. Поэтому вы ходите, если вы верите в то созидательное, то изначальное, что даровано вам Творцом. Мозг человека устроен таким образом, что каждая его мысль его меняет. Какая простота! Где здесь сложность? Мозг меняет. То, что утверждает какая-то люциферианская религиозная это, он у вас так состоит, он у вас это.
Он у вас, поверьте, у многих из вас совершенно разный. А вас делают одинаковыми. Ни один мозг не может быть одинаковым. Ни один. Там есть всегда что-то индивидуальное. Ни одной песчинки, ни одной снежинки не может быть одинаковыми. Это природа. Если это так, то как вы можете быть одинаковыми? Как вы можете иметь один и тот же мозг, одни и те же мысли? Как? И в чем цветение, эволюция – это новизна. То есть, эволюционируя, это новое что-то создается, расширяется. Все время идет это новое. Как может кто-нибудь из вас творить что-то новое, если в ваших солнечном единении по-прежнему управляют ваши родители, ваши работодатели, ваши какие-то учителя, ложная передача? Кто-то объяснил, что он стал и сразу достучался и соединил вас со Всевышним. Это вы можете только сам сделать, раскрыть свое сердце. Какая истина! Какая простота! По-другому не получится. Ибо тот, кто умеет это делать, он этого не будет делать, он не нарушает закон творения Творца. А тот, кто заблукал где-то там, то он все и сразу наобещает. Вы дотянуться можете, только дотянувшись до своего сердца. Взять ответственность, признать ее, принять ее, стать ею. Очень много было передано самой цивилизации бодрящего, такого призывающего обращения к вам, что вас это должно было как-то заинтересовать, заинтриговать. А что это значит, вы на это не поддались. И это начиналось сразу по окончанию 45-го года, это было везде и всюду. Тогда была весна другая, а она была так красива. И все, что нужно было, не кичиться взрывами, а простить все и дать свободу созиданию. А смерть и почитание смерти разрушить. Но сделали все наоборот. И столько лет происходило именно почитание. Какие грандиозные праздники праздновали, какое восхищение, какие крики, овации были у вас, когда взрывные устройства показывали вам по этим парадам. Что было, что вы делали при этом, каждый из вас? Как праздновали, как радовались вы? И этим вы умножали почитание самой смерти, разрушение. В этом разрушении оно было тогда таким, сейчас нет другого пути. Или вы разрушите тьму, восстановите свою светимость, или тьма поглотит вас, но это уже будет навсегда. А потому через множество миллиардов лет какая-то часть ее начнет снова восхождение. Когда тьма становится пассивной, это не значит, что вы ничего не будете чувствовать. Ибо впервые за все мироздание такая огромная масса душ должна будет стерта с лица земли. Это печально. И это может сказаться очень-очень серьезно. Мы не договариваем, чтобы рассказать это более подробно, что ждет каждого из вас, что такое тьма. Этот урок вам передает созвездие, в котором Люцифер занимал высокий пост, очень высокий. И в этом его перевод такой звучит: атрибуте было очень много искажено им же самим. И таков закон Творца, что, если ты это сделал, то только ты сможешь это переделать. И он об этом знает. И это его снисхождение еще и еще ниже. Он этого не хочет, и поэтому он испытывает такую ненависть, такую злость, и это отражается на ваших помыслах, мыслях. Вы ненавидите Бога. Это его испытание. И только лишь потому, что вы почитали религию, религиозность и все это. И если вы выйдете сейчас из всех почитаний, я только хочу свое дыхание почитать, сосредоточиться на вот этой чистоте силы внутри себя. Но только честно. Он обезоружен будет, он легко и плавно пойдет туда, куда ему идти, и будет выполнять свою задачу. И только за счет ваш. Вы же знаете, как многие правительства, вы сейчас это увидели, правители и родства это создавали за счет вас. Ведь вы работали, а они нет, а уродливость создавали они в своих помыслах, в своих деяниях, в своих настроениях, в казематах, подземных лабораториях. И вот здесь стоит такая, очень большая, каждый урок здесь идет. Отпустите Люцифер.
Перестаньте его бояться и всех, кто с ним связан, всех его служителей, всех его приспешников, адъютантов, дантов, кем бы они у него ни являлись. Восстановите божественность в себе. Каждый. Это нужно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это нужно бесконечно утверждать, пока вы не увидите результат. Учитывая наше множество, которое находится сейчас возле каждого из вас, вам это доступно и очень легко сделать здесь и сейчас. Выйти со всех обетов, со всех. Разговорите сами себя, свои составляющие, свой иммунитет поднимите. И смотрите, как дальше сложно проговорить слово «обогатиться». Это у вас как заперт стоит на тех ваших глобулах. Потому что все богатства, всю ту яркость, ясность и всю ту мудрость вы отдавали им. И слово «быть богатым» попробуйте, произнесите сейчас. Очень глухо звучать будет. Оно не будет внутри у вас звучать. Почему? Зачем вы себя обманываете? Где-то вы расстроились, испугались, что останетесь без денег, и поэтому так легко сейчас столько всего происходит. И слово «богатство», изобильный вдох, должно стать вашим приоритетом сейчас. Слово «богат» очень перестроено. На самом деле богатство никогда не звучало отдельно от дыхания, от единения с собой. Вот это и есть богатство. Единение, единое сознание, единое внутри ваше – это и есть богатство. А слово «богатство» оно все равно где-то внешне. Очень много у вас было каких-то, смотрели и программы эти, они заполонили все. Зачем? Я буду един с собой, с вот этой частью себя. Это и есть ваше непомерное богатство. Они его боятся. А ваше – это спасение. Это ваше, настоящее, первоначальное того Творца, с которым вы сюда пришли, которое дает вам всю ту жизнь. Единство восстановите в себе, честное, искреннее, настоящее, небесное. Ни чье-то, ни их программы. Нет, вам не нужно. Вам единственное нужно – это свое то единство создать. И все ограничения летят. Это почему вы не видите, почему вы не можете это проговорить, потому что все ограничено. А когда вы едины, вы силу обрели и взорвали все. Разрушили тьму, вы так это привыкли называть. Но это единение, и тогда ваши легкие дышат. В единении легкие любят вашу поджелудочную. Они дышат активно, они ее наполняют. В вас все это взаимосвязано внутри. Вы не можете быть разделены. Как трудно вам было все это время. И тогда ваши легкие начинают, область горла, горловая область начинает разговаривать с легкими и не так предвзято. И только своим звуком она может пройти через свои легкие, через свои каналы, меридианы. Собственный звук только может пройти. И всего-навсего. И каждую минуту, я думаю, единение. И вот тогда сияет ваше солнечное единение, и все подключки слетают, все на раз, сегодня, сейчас. Но если держите почитание, они не слетают. Если вы просто утверждаете и все. А пересмотрите, где так долго вы почитали какое-то учение, где так долго вы славили люциферианскую программу, где так вы восхищались какими-то всем чем угодно. Когда вы говорили, что мое солнечное единение всегда светит, всегда дышит. Легкие, вы же помните, что мое солнечное единение всегда дышит в единстве с вами. Горловая чакра, горловой центр, всегда слышит свое сердце. Это ваше естество и богатство, тогда оно не звучит где-то. А вот здесь, внутри, вашими мыслями, вашим вдохом, и оно происходит в единении. Когда вы в единении внутри, вы едины с планетой. У вас у многих нет заземления, вы испугались смерти, когда видели, когда почитали эти смерти, эти праздники, эти фильмы, вы почитали это все. И какую-то часть вашей души неприемлемо было. Но ведь она живая, природа живая.
Да, вот в тех городах, где сейчас столько, а она там другая. Но здесь у многих из вас, невзирая ни на что, вдох-выдох и пропустить, и отпустить в землю. Сама планета стоит на таком огромном сейчас призыве в единстве, то есть сама ее физическая оболочка. Но у нее первично, так же, как и у вас, вдох-выдох, и сердце, и чакры, и сознание у нее первично. И вот она вот этим своим первичным стоит на такой мощи призыва на рассвете, единения. Его нужно только тогда создать, на рассвете, в помыслах своих. И тогда это будет видимо физическому телу и так далее. У вас всегда была такая возможность никогда не возмущаться, а действовать. У многих из вас родители остались превыше всего. Если посмотреть на аурическое тело таких существ, они очень старые. То есть они ускоренно постарели, они как бы сжимаются. Аурические тела превратились в сжатую такую в нескольких местах. Даже если существу 20 с небольшим, если у него стоит непомерное почитание родителей, и оно подключено к солнечному сплетению, ваше аурическое тело вообще сжато. Там программа стоит. Что значит подключено к солнечному сплетению? Да вы решили в детстве, там много чего у вас происходило, но там программа, кроме вот этого сжатия, выглядит очень старым. Там еще стоит программа «Умереть, смерть», ибо у многих родителей пришли какой-то фрагмент выполнить и уйти с планеты. Это их программа, всего их внутреннего, внешнего, спинного мозга, это их программа. Но когда вы их почитаете на ментальных уровнях, на вот тех, что они главенствуют, у вас стоит «умереть». И какой сбой программы у вас происходит прямо здесь и сейчас, когда у вас есть вот это почитание? Говорите им добрые слова, если есть возможность, позаботьтесь о них, но будьте же вы свободны в своих чертогах, в своих аурических телах. Там только свобода, как и в душе. Вы вдыхаете респираторы, эти, которые одели на вас, это же как трудно вам дышать. Но с каким этим вы стали его носить? Вы восхищаетесь, вы почитаете, сбросьте это. И вы поймете, что через какой-то промежуток небольшой, для тех, кто слушает это сейчас, может произойти, вы станете по-другому дышать. Вот что значит родительские почитания. И это внедрили много здесь, мы не будем всех перечислять. Но перестаньте их бояться, вот мы хотим о чем сказать. Они бессильны по сравнению, если вы коснетесь, если вы вернетесь в те свои изначальные, и поверите сейчас в то, что вы, каждый из вас, наделен, каждая часть в мироздании, наделена сознанием творения Творца. Каждая. Где-то она потушена, где-то она закрыта, где-то она недоразвилась, в рептильных или еще в каких-то составляющих. Животных свои остатки другие, у них все другое. И вот здесь ваш удел меняется сразу. Но вас учили всегда, что вы одинаковы. Вы настолько разные. И если бы вы верили в то, что вы не одинаковые, вы это поколение, начиная с 80-х, вы бы вышли на связующее, рост у многих из вас был бы совершенно другой. Вас бы видно было. Часть населения, которая родилась до 80-х, есть и там есть разные. Но основной массовостью после 80-х очень высокие, гораздо. То есть свой рост уже должны были, если бы вы где-то не увлеклись какими-то, и ваши родители после этого стали послушными, и так далее. 2 метра – это самый минимальный должен быть. Он должен уже существовать на вашей планете. И только потому, что вы не эволюционируя, повторяли. У вас есть выход сейчас. У вас есть эта уникальная возможность. Хотя каждый из вас это слушая, многие по-разному это принимают сейчас. Что я могу сделать? Это преграда, которая стоит у каждого из вас в носоглотке. Вдыхая, вы всегда вдыхали амфорность социума и произношений. То есть, это энергии. Вы вообще все энергия. Компрессы соляные, массируя носоглотку, лоб, область горла. Начинаете сверху,
идете вниз до солнечного единения. Массирование, поглаживание, пощипывание, любые движения должны у вас снять блокаду, что вы безрассудные, никчемные и безвольные. И вот это безволие как раз находится здесь. И как только вы начнете честно с собой делать это, у вас начнут глазницы болеть, у вас начнут очень чесаться уши. Казалось бы, вы будете касаться носоглотки, область горла, волевой центр, передняя часть. И как могут быть? Это говорит о том, что это зомбирование, и оно выстраивается, а они об этом знали, как это нужно делать. Но среди вас такое количество тех силовиков световых. Люциферианская энергия, которую так стали прославлять, она так малочисленна, невзирая ни на что. Единственное, много приспешников, поклонения, почитания произошло, а их немного. А вот атлантов здесь много. Их очень много. Кем бы вы ни были, мужчина, женщина, не имеет значения. Та могущественная Атлантида, она практически поднялась тогда. И вот эти знания, это движение, это составляющая, та внутренняя вас, вам ведома она. Но только снять с себя все чужеродные, все обучения, все это, и тщательно, честно, с собой. Здесь все применимо. И ваши физические упражнения, и все что угодно. Все делайте, но начните жить. Остановите это все. Ибо если его станет больше, тогда вам будет непросто. Что бы ни происходило, если вы сейчас поверили, услышали нас, а мы всегда говорим только правду, вы сможете освободиться. Мы снова и снова обращаем ваше внимание. Возрастная категория. Если уже родительские аспекты родителей дошли до того, что их программа уже пошла на убыль, вы не сможете им помочь. Себя остановить – да. Их нет. И в этом ваша такая ненависть к самой жизни и к Богу. Это не любовь к родителям, это не забота. Нет. Любовь, если любовь, то это обязательно дать им свободу. И тогда они быстрее, может, кто-то уйдет из этого воплощения, может, сможет подняться, или еще что-то может с ним произойти. И если вы честно посмотрите, кто из вас говорит о любви к родителям, заботе? Любовь совершенно другая, но даже человеческая там отсутствует. Перестаньте ненавидеть жизнь, перестаньте ненавидеть себя, своих близких. Создайте вот эту ответственность. Возьмите, и вы будете буквально в течение небольшого времени слышать правду. Так мы сегодня сготовили все это, и так мы его вам передали. Если кто-нибудь из вас пытается сделать какой-то обзор вот этой передачи, вы уже стратили. Почему? Потому что вы себе не представляете, сколько мудрости, сколько непомерной вот этой уникальности мы передали. Какая в этом мощь! Никуда не бежите, только в сердце, только внутри себя. И тогда вы обретете эту силу. Курс этот продолжится обучением тех передовых вас. И это совершенно другая будет передача. И если кто-нибудь из вас сегодня, сейчас, хоть на долю секунды почувствовал ту свою «я», настоящую, ставьте себе какие-то планированные составляющие. Я хочу ускорить свой процесс освобождения. В любом случае будет по нарастающей освобождение. Освобождение в любом случае. Но я буду честно трудиться. И это будет немного больше, чем тот боевой клич. Он сейчас так звучит, тех небесных воинов, которые никогда не умолкали, никогда. Они всегда звучали. И в этом огромная сила света. Но она будет передаваться дальше для тех, кто решительно возьмет эту силу. Эти уроки будут продолжены, но каждый из них будет продолжаться только в той дилемме, что каждый из вас начнет выносить свою какую-то для начала хотя бы свободу. То есть, если вы будете чувствовать, что вы освободились, что вы честно признали свои безвинные, как вам казалось, оплошности, творения, начните их утилизировать. Тогда дальше курс будет для вас такой радостью, таким восхищением, что бы вы ни делали, где бы вы сейчас ни находились,
ничто не сравнится с этим. Ничто. Никогда не хотите, чтобы за вас кто-то сделал вашу работу. Возьмите эту огненную ответственность. И, вдыхая космический огонь, все время должны быть ваши настойчивые утверждения. Не просто «наполняю силой», а одновременно растворяю то, что мною было создано, превращаю в свет. Есть очень много велений профит, наука изреченного слова. Любой из них читайте чаще, выучите наизусть. Оно дает непомерную силу. Мы очень верим. Сейчас снова многие из вас могут почувствовать грусть, печаль. Мы оставляем вас наедине с собственными творениями. Почему вы это почувствуете? Потому что многие из вас успели сказать «Да, я готов идти». И это печальное творение ваше выйдет, и вам нужно будет с ним справиться. Не убегайте, а настойчиво, яростно создайте свою огненную ответственность в себе. Наш урок будет продолжен. Курс «Дельфины». Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас, внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь, решительности всем, и делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Благодарность наша непомерна творениям Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. В восстановлении баланса женской и мужской энергии, гармонизация.
исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное, техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.